In this session, I'd like to just maybe give a little bit of brief advice. В этой сессии просто хотелось бы дать краткие советы, That you may find helpful when you leave here. которые могут показаться вам полезными, когда вы уедете. And this first piece of advice is a piece of advice that I often give to people who first do an introduction to Buddhism course. Первый совет – это совет, который я всегда даю людям, которые прошли курс по введению в буддизм, знакомству с буддизмом. But I think, of course, it applies to all of us, even if we're not new to Buddhism. Но он, думаю, актуален для всех нас, даже если мы в буддизме не новички. And that is that we have been wandering around the Buddhist supermarket for the last 4 or 5 days. И совет этот состоит в том, что прошедшие 4-5 дней мы блуждали по буддийскому супермаркету. And now we've come to the checkout. И вот мы дошли до кассы. And if you have something in your trolley to take home, И если вы в свою тележку сложили что-то, что повезете домой, don't do like what I did when I attended my first course on Buddhism. не поступайте с этим так, как поступил я, когда посвятил свой первый курс по буддизму. I had a lot of things in my trolley У меня в тележке было много вещей, that I took home, которые я домой вез. and I put them nicely on the shelves at home, Я дома их красиво расставил на полках, and that's where they stayed. да и там они и остались. So if you have something to take home, Если вам есть что везти домой, don't leave it on the shelf at home, не оставляйте эти вещи дома на полке. but use it to and integrate it into your life, Интегрируйте, используйте их, интегрируйте их со своей жизнью, and so that you can benefit from it. так, чтобы получать от них пользу. And of course, you don't need to buy everything at the Buddhist supermarket. Разумеется, вам нет нужды покупать все в буддийском супермаркете. Really just focus on the things that you find beneficial. Просто сосредоточьтесь на тех вещах, которые вы сочли полезными. And of course, you don't need to become a Buddhist to shop at the Buddhist supermarket. И, разумеется, для того, чтобы закупаться в буддийском супермаркете, не обязательно быть буддистами. And we saw there yesterday some advice from His Holiness regarding that. Мы вчера слышали совет по этой теме от его святейшества Далай-ламы. And one thing we definitely don't want to do И вот одна вещь, которую нам точно не следует осуществлять, is don't force our family and friends to shop at the Buddhist supermarket. принуждать свою семью и своих друзей закупаться в буддийском супермаркете. As tempting as that may seem. Насколько бы не было велико это искушение. Often people, when they've come into contact with these sorts of things, Часто люди, соприкоснувшись с такого вот рода вещами, they think, wow, my brother, sister, mother, father could really use this. думают: о, вот мой брат, сестра, мама, папа действительно могли бы этим всем воспользоваться. And then they go home and try and force this onto them. Потом они приезжают домой и пытаются этим родственникам все навязать. And of course, then we get the opposite reaction. И реакция противоположная желаемой. Because we know from our own experience, Ведь мы на собственном опыте знаем, if someone tries to force something onto us, что если кто-то пытается нам что-то навязывать, even if it's the best thing for us, даже это лучший для нас вариант, we usually reject it. мы обычно навязываемое отвергаем. So don't do this. Так что так не поступайте. Of course, if your friends and family are very open to these ideas, then sure, share them. Разумеется, если ваши друзья и родственники очень открыты для таких идей, конечно, делитесь ими. Then if not, it's no point in pushing it onto them. Но если нет, нет смысла их навязывать. Particularly more elder people tend to be quite fixed in their view. В особенности люди более старшего возраста обычно имеют очень фиксированные, жесткие представления. And maybe not so open to new ideas. Может быть, не особо открыты для новых идей. So if we really want to help them, Так что если мы действительно хотим им помочь, the best way to do that самый лучший способ это сделать is to lead by example. – вести на собственном примере. Implement these ideas yourself, Самостоятельно применять эти идеи, improve your life, улучшить свою жизнь, become a better person, стать человеком получше. and they'll start to see that. И тогда люди это заметят. And then they may ask you what you're doing, И, может быть, вас спросят: чем-то ты там таким занимался? and then you can tell them. И тогда вы сможете рассказать. Also, when we go home, to avoid expectations. Кроме того, когда мы уезжаем домой, нужно избегать ожиданий. Especially the expectation that
new ideas, intellectual ideas, is going to automatically change our life. В особенности ожидания относительно того, что Intellectual ideas, Что merely those will change our life. в особенности ожиданий о том, что и новые идеи, просто интеллектуальные идеи, сами по себе изменят нашу жизнь. They won't. Так не произойдет, такого не произойдет. If we want to notice change in our life, we have to implement these ideas. Если мы хотим проследить в своей жизни изменения, нам необходимо применить эти идеи. We have to meditate, internalize, and integrate. Нам необходимо медитировать, впитывать и интегрировать. If we do that, then we'll start to notice some change in our life. Если мы так станем поступать, то заметим в своей жизни определенные изменения. And don't have the expectation of a quick fix. И не нужно ожидать, что быстро все исправится. And we often have that in our modern society, unfortunately. А именно такое ожидание нам, к сожалению, в современном обществе часто присуще. I want it, and I want it now. Хочу и хочу сейчас. So this is something that we're going to work on for the rest of our life. Над этими вещами нам предстоит работать всю оставшуюся жизнь. To have a long-term perspective. Нам нужно долгосрочное видение. And of course, in the short term, there's going to be a lot of variation. А в краткосрочной перспективе, разумеется, будет много вариаций. So not to have the expectation that my meditation this week will be as good as, if not better than last week. Так что не нужно иметь ожидания. Моя медитация на этой неделе будет лучше, или, по крайней мере, не хуже, чем на неделе прошлой. It may not be. Все может оказаться не так. Because in the short term, there's a lot of ups and downs. Потому что в краткосрочной перспективе происходит много взлетов и падений. Whereas over the longer term, there will be some gradual improvement. В то время как в перспективе долгосрочной происходят постепенные улучшения. So to really have the long-term perspective. Так что действительно нужно долгосрочное видение. And of course, here we're talking about an inner transformation. И здесь мы, разумеется, говорим о внутреннем преображении. So don't make it a big outward display. И не нужно устраивать грандиозного внешнего представления на внешнем уровне. Going around saying, I'm a Buddhist now. Где мы такие ходим и говорим, я теперь буддист, буддистка. And maybe shaving our head and wearing funky clothing. Бреем голову, может быть, такие хипушные одеяния носим. And then all we've done is we've become a spiritual ego. Тем самым лишь раздув свое духовное эго. And so this is one of the worst. Это один из худших вариантов. So rather, don't make it a big outward display, but an inner transformation. Так что лучше не грандиозное внешнее представление на показ устраивать, а изменить что-то внутри. And of course, we need to do two things if we want to progress. И, разумеется, если мы хотим продвигаться, нам необходимо осуществлять две вещи. Like the analogy of a small sprout or shoot. Как в аналогии с небольшим ростком. If we want a small sprout or shoot to grow, если мы хотим, чтобы небольшой росток возрос, we need to protect it, нужно его защищать, and we need to nurture it. нужно его напитывать. Likewise, if we want some small sprouts or shoots of spiritual practice to grow, аналогичным образом, если мы хотим, чтобы какие-то ростки духовной практики возросли, we need to protect it and nurture it. нам нужно их защищать и напитывать. So to protect it, of course, we saw in the text, чтобы защищать, как мы увидели в тексте, to avoid any heavy negative influences. нужно избегать любых мощных неблаготворных влияний. Give yourself a little bit of space from people and things that always have a very heavy negative impact on you. Обеспечьте себе некое пространство некое пространство между собой и теми людьми и вещами, которые обычно на вас мощно негативно влияют. And to nurture it, we need a supportive environment. Чтобы напитывать эти ростки, нам необходима поддерживающая среда. Particularly this idea of sangha. И в частности, здесь всплывает идея санги, Spiritual community. духовной общины. Again, unfortunately, in our modern society, опять-таки, к сожалению, в современном обществе we often tend to have the idea of being very independent. У нас часто есть идея о том, что мы люди очень независимые. Not needing help and we can do it by ourselves. Помощь нам не нужна, а сами мы все сделаем. I think here that's not going to work. Но применительно к этим вещам так дело не сработает. And I know from personal experience. И это мне известно на личном опыте. When I first came into contact with Buddhism, Когда я впервые соприкоснулся с буддизмом, I was full of enthusiasm. я был полон энтузиазма. Went back home and wanted to change my life. Вернулся домой, захотел изменить свою жизнь. And basically for 2 years nothing happened. И по сути 2 года ничего не происходило.
even though I wanted to meditate and change my life. Хотя мне и хотелось медитировать и менять свою жизнь. Because where I went back to, there were no groups, no centers. Потому что там, куда я вернулся, не было никаких ни групп, ни центров. No one interested in doing what I was wanting to do. Никто не интересовался занятием теми вещами, которые интересовали меня. So I was on my own. Так что я был в одиночку. And of course what happened is I just got swept up in my old habits. И, разумеется, меня просто снесло моими же старыми привычками. And couldn't begin to make any changes. И я не мог начать произведение каких-либо изменений. It was only when I got myself out of that environment into a supportive sangha environment. И только когда я извлек себя из этой среды и оказался в среде, где присутствовала поддерживающая сангха, That I managed to start to make some changes. мне удалось начать производить некие изменения. I think very important to have this sangha. Так что очень важно наличие такого вот рода сангхи. Whether it's a more formal Buddhist group, organization, Идет ли речь о более формальной буддийской группе или организации, or a more informal gathering of like-minded people together. или скорее о неформальном собрании, объединении людей, у которых сходный настрой ума. So of course also to nurture it, it's good to read some books. Кроме того, чтобы напитывать эти ростки, разумеется, хорошо читать книги, Listen to and attend some teachings. слушать учения и посещать некие учения. And it's also good to do some regular retreats. И также хорошо выполнять регулярные затворы. And I think as a beginner it's good to do a group retreat as we've done here. И думаю, для новичков хорошо выполнять групповые затворы, групповые ретриты, так как мы это делали здесь. Again, as a beginner, if we try to do solitary retreat, Опять-таки, если мы как новичок пытаемся осуществлять одиночный ретрит, we're probably going to find that too difficult. то вероятнее всего выясним, что это слишком сложно. Because we're not that disciplined. Мы не такие дисциплинированные. Whereas in a group retreat, В то время как в групповом ретрите it's being led, его кто-то ведет, you just have to turn up, нужно просто на сессии приходить. and we have also the group energy to support А us. также есть групповая энергия, которая нас поддерживает. So it's a lot easier. И так что все гораздо проще. So I think it's good to start with some group retreats, Так что, думаю, хорошо начинать с неких групповых ретритов. and then as we go deeper into the practice, then we can start to do some short solitary А по retreats. мере того, как мы погружаемся в практику, мы можем начать выполнять краткие одиночные ретриты. And of course, we also need to simplify our life. Нам также, разумеется, необходимо упростить свою жизнь. If we want to have time to meditate and develop ourselves, Если мы хотим, чтобы у нас было время на медитацию, на саморазвитие, then often, again, in our modern society, we lead very hectic, fast-paced, busy lives. а в современном обществе мы опять-таки очень часто ведем очень хаотичную, отличающуюся быстрым темпом, беспорядочную жизнь. And we often hear people saying, I'd like to meditate, but I simply don't have the time. Но и часто можно услышать, как люди говорят: ой, хотелось бы медитировать, но просто времени никак нет. I think that's never a valid excuse. Я думаю, такое оправдание никогда не бывает достоверным, когда не соответствует факту. And it probably is true that we have very busy lives, our day full of activities. Действительно, наверное, у нас очень занятая жизнь, день полон всяких дел, And some of those activities are necessary. и некоторые из этих дел необходимы. Most of us probably have to work to earn some money. Большинству из нас, вероятно всего, приходится работать, чтобы заработать какие-то деньги. And some of us maybe have family responsibilities У некоторых, может быть, есть семейные обязанности and other responsibilities. и другие обязанности. But beyond those essential activities, Но помимо этих ключевых дел, we often tend to fill up our day with lots of stuff that's not so meaningful. мы часто склонны заполнять свое дело всевозможным барахлом, которое особым смыслом не наделено. And sometimes the reason for that is И иногда причина для этого состоит в том, that in our modern society, if we're not doing anything, we're not being productive. что в современном обществе нам кажется, если мы ничего не делаем, мы непродуктивны. So we just got to do something. Так что нужно хоть что-то да поделать, ну что угодно. And of course, if we're not doing anything and we're sitting quietly, Разумеется, если мы ничего не делаем, мы тихо сидим, then we don't like what we see in our mind, нам не нравится то, что мы видим в собственном уме, and we just want to distract ourselves. и хочется просто себя отвлечь. As in the case of that experiment they ran, Как дело обстояло в том эксперименте, where they had people sitting in a plain room for 15 minutes, где люди 15 минут сидели в пустом, простом помещении doing nothing. и ничего не делали. And the only choice they had was either do nothing, И единственный выбор, который у них был, либо просто ничего не делать, or they had a little device that they could give themselves an electric shock. либо с помощью небольшого прибора бить себя током.
And 65% of men preferred to shock themselves and sit quietly. 65% мужчин предпочло бить себя током тому, чтобы сидеть тихо. Women were a little bit better. Only 25% of women preferred to shock themselves. У женщин дело обстояло чуть лучше, только 25% женщин побило себя током. So of course we can simplify our life by forcibly cutting things out of our life. Так что, разумеется, мы можем упростить свою жизнь с усилием, отсекая из своей жизни некоторые вещи. But I think that will always be a struggle. Но это, думаю, всегда потребует некой борьбы. Rather we can follow the preliminaries. И в противоположность тому мы просто можем следовать предварительным практикам. Particularly the first two. В частности, первым двум. Reflecting on precious human life and death. Размышлению над драгоценной человеческой жизнью и размышлением над смертью. I think if we reflect on these two and internalize them, думаю, если мы будем размышлять над этими вещами и впитаем их, we'll see how precious our life is and how it's not going to last forever. то увидим, насколько драгоценна наша жизнь, и поймем, что она не продлится вечно. And we'll want to make our life meaningful. И захотим наделить свою жизнь смыслом. And then we're just simply going to lose interest in all these extra activities that don't bring us any meaning. А затем попросту потеряем интерес ко всем дополнительным активностям, которые смысла лишены. And then we'll have time and energy to meditate and devote to more meaningful activities. И тогда у нас будет время и силы, для того, чтобы медитировать и посвящать себя делам более осмысленным. And then often people come up with a dilemma. Часто перед ними встает дилемма. Often they feel, should I do the career thing or should I do the spiritual thing? Чему себя посвятить? Карьере или духовности? I think this type of thinking is not helpful. Думаю, такого рода размышления не полезны. Because if we give up our career to have a spiritual life, потому что если мы откажемся от карьеры, чтобы у нас была духовная жизнь, what are we going to do? Чем мы будем заниматься? We're going to sit in a cave for the rest of our life? Сидеть в пещере всю оставшуюся жизнь? That won't work. Так не сработает. Это не сработает. Rather, what we need to do is integrate the two. Вместо того, нам необходимо интегрировать две вещи. Meaning, if you have a career that you are good at, то есть, если у вас есть карьера, в которой вы преуспеваете, которая вам хорошо дается, then rather than giving that up, вместо того, чтобы от нее отказываться, and giving up the one avenue to use your unique talents to benefit others, и отказываться от того одного способа, в рамках которого вы можете использовать свои уникальные способности, чтобы приносить пользу другим, then rather integrate the two and make your career more meaningful, more benefit to others. Вместо этого нужно интегрировать две вещи и сделать вашу карьеру более осмысленной, приносящей большую пользу другим. So we need a balance between inner development and outward expression. То есть нужно равновесие между внутренним развитием и внешним выражением. And sometimes we may need to emphasize inner development. Иногда нам нужно делать упор на внутреннем развитии. And maybe do some retreat. Выполнять затворы. And then sometimes we need to emphasize outward expression. А иногда нужно делать упор на внешнем выражении. So then we use our talents to benefit others. И тогда мы используем свои таланты, чтобы приносить благо другим. So we need that balance. Так что нам необходимо это равновесие. And then, of course, in terms of practice, разумеется, в том, что касается практики, we saw there's two parts to practice. Two parts. Мы увидели, что есть две части в практике. There's the actual meditation where we internalize. Основная медитация, в которой мы что-то впитываем. And the second part of practice is integrating it into our daily life. И вторая часть — интеграция с нашей повседневной жизнью. So we need to make sure we're doing both of these if we want to progress. Если мы хотим продвигаться, нужно удостовериться, что мы обе эти части применяем. And as we saw in the last session, we need to put effort into this. Как мы увидели в предыдущей сессии, нам для того необходимо прилагать усилия, To overcome laziness. чтобы преодолевать лень. But again here, it's joyous effort. Но опять-таки здесь это радостные усилия. So how to overcome laziness, of course, is to reflect on the benefits of the practice. Как преодолевать лень? Разумеется, размышлять над преимуществами практики. If we see a lot of benefit in that practice, Если мы видим в этой практике значительные преимущества, we'll have faith in the practice. у нас будет вера относительно практики, Faith that it's going to benefit us. вера относительно того, что она принесет нам пользу. And that will lead to aspiration, a wish to do the practice. И это приведет нас к устремлению, к желанию осуществлять практику. And that will lead us to putting a lot of effort into the В practice. силу чего мы будем в практике прилагать значительные усилия. Joyous effort or enthusiasm. Радостные усилия или энтузиазм. No matter how difficult it is. Насколько бы ни было сложно.
And here also we can follow some advice from Shantideva, Здесь мы также можем следовать определенным советам Шантидевы, who says, который говорит, no matter how difficult something seems, насколько бы сложным что-то ни казалось, everything with practice becomes easy. все становится проще с практикой. You just need to practice. Так что нужно просто практиковать. And of course, what practices to engage in? Какие практики осуществлять? We saw that in all Buddhist traditions, Мы видели, что во всех буддийских традициях we have the same three core areas of у нас practice: одни и те же три ключевых области практики. ethics, concentration, and wisdom. Нравственность, сосредоточение и мудрость. So the foundation is ethics, Базисом является этика, ethical lifestyle, avoiding harming others. нравственный образ жизни, где мы избегаем причинения вреда другим. On that basis, engaging in the concentration or shamatha practice На этой основе мы осуществляем сосредоточение или практику шаматхи to make our mind serviceable. для того, чтобы сделать ум послушным. And then on that basis, engage in the wisdom or vipassana practice. А на основе этого осуществляем практики мудрости или випашшаны. And we need to balance the vipassana, of course, with the compassion wing of practice. А випашшану нам, разумеется, необходимо уравновесить с состраданием как крылом практики. And so then maybe some advice about how to set up our day. Далее, может быть, определенные рекомендации относительно того, как мы строим день. So of course it's very good to start the day by setting a good motivation. Разумеется, очень хорошо начинать день с порождения хорошей мотивации. And I've got an example of a good motivation here from His Holiness Dalai Lama. У меня здесь примеры благой мотивации из слов его святейшества Далай-ламы. And he says, Он говорит, every day think as you wake up. каждый день просыпаясь, думайте. Today I am fortunate to have woken up. Сегодня мне повезло проснуться. I am alive. Я жив-жива. I have a precious human life. У меня есть драгоценная человеческая жизнь. I am going to use all my energies to develop myself. Все свои энергии я стану использовать, чтобы развивать себя, To expand my heart out to others. расширяя свое сердце навстречу другим. I'm going to have kind thoughts towards others. Я буду поддерживать добрые мысли по отношению к другим. I'm not going to get angry or think badly about others. Не стану сердиться на других или дурно о них думать. I'm going to benefit others as much as I can. Я стану приносить другим столько пользы, сколько смогу. And the short version of that is, И краткая версия всего этого. every day think as you wake up. Каждый день, просыпаясь, думайте. I'm going to benefit others as much as I can. Я стану приносить другим столько пользы, сколько смогу. I think this is a good motivation to start each day with. Думаю, это хорошая мотивация, с которой можно начинать каждый день. And then it's very much recommended to do the daily meditation practice first thing in the morning. Далее очень рекомендуется выполнять свою ежедневную практику медитации первым делом утром, Because this is the time where we usually are most quiet. потому что это обычно та часть дня, когда мы тише всего, And it's a time where we can devote to meditation. и то время, которое мы можем посвятить медитации. And of course it's a very good way to start the day. А кроме того, медитация очень хороший способ начать день. And it's very much recommended to meditate at the same time each day. Очень рекомендуется каждый день медитировать в одно и то же время, Because if we're not meditating at the same time, потому что если мы не медитируем в одно и то же время, we're not really developing a habit. то на самом деле не формируем привычку. And one of the most difficult things is simply to develop the habit. Одна из самых сложных вещей – это именно просто развить привычку. So, therefore, if we can simply develop the habit Если нам просто удастся развить привычку of meditating, к медитации, then it becomes easier. все станет проще. And very much recommended also, particularly with shamatha, but in general, is quality over quantity. Кроме того, в особенности в шаматхе, но и в целом в практике, рекомендуется ставить качество выше количества. As we saw in the text, as a beginner, to have short sessions. Как мы увидели в тексте, будучи новичком, мы выполняем короткие сессии. How short will depend on us as an individual. Насколько короткие, зависит от нас как индивидуума. In this retreat, we did mainly 24 minutes. В данном ретрите мы в первую очередь практиковали по 24 минуты. And when we did two together, we did 20 minutes. А объединяя две сессии, мы делали по 20 минут каждую. So for some of us, that's maybe a good amount of time. Для некоторых из нас это хороший период. For others, perhaps we could meditate a little bit longer. А некоторые, может быть, могли бы медитировать чуть дольше. And maybe some of us maybe a little bit shorter. А некоторые чуть меньше. One way to check whether
the amount of time is right for us Один способ проверить, подходит ли нам заданный объем времени, is our enthusiasm to meditate посмотреть, является ли наш энтузиазм к медитации the same at the end as it was at the beginning. таким же в конце, каким он был в начале. If it's sort of dropping away, Если он падает, we're probably meditating too long. сессия, вероятно, слишком для нас длинная. And it's very helpful to set a timer when we meditate, Когда мы медитируем, очень полезно ставить таймер, as we did in this retreat. как мы и делали в рамках данного ретрита. Because if we don't set a timer, Потому что если мы не ставим таймер, then one of two things can often happen. часто может случиться одна из двух вещей. On days where things are quite difficult, В те дни, когда практика довольно затруднительна, maybe we're agitated or negative state of mind, может быть, мы возбуждены или в негативном состоянии ума, and we can't really get into the meditation, не удается погрузиться в медитацию, then usually after 5 or 10 minutes we just give up. через 5-10 минут мы обычно сдаемся. This is not a very good habit to get into. Не очень хорошо такую вот привычку развивать. Because whenever things get difficult, we simply stop, Потому что если мы будем просто останавливаться каждый раз, когда что-то становится сложным, then we're never really going to overcome any obstacles in our life. мы никогда в своей жизни никаких препятствий не преодолеем. So we need to develop perseverance. Так что необходимо развивать упорство. So if we set a timer, Если мы ставим таймер, even if it's difficult, то даже если сложно, we'll persevere. мы будем упорствовать. And then the other thing that can happen is, Еще одна вещь, которая может произойти, if we don't set a timer, если мы не ставим таймер, on days where things are going very well, состоит в том, что в те дни, когда все идет хорошо, then of course if it's going well, what do we do? что мы делаем, когда все идет хорошо? We just keep meditating. Просто продолжаем медитировать. Until when? До каких пор? Until it's not going so well. Пока все не пойдет не очень хорошо. Until we get bored or frustrated or distracted. Пока нам не станет скучно, мы не пойдем в фрустрацию или отвлечение. And then we stop. И тогда мы останавливаемся. And the thing we remember most about meditation И что нам больше всего запоминается о медитации? is how it ended. То, как она закончилась. And so if we're always ending in frustration and boredom and so forth, Так что если мы всегда заканчиваем на нотке фрустрации, скуки и тому подобного, then we're going to start to associate meditation with not such good experiences. медитация станет у нас ассоциироваться с этими не самыми удачными переживаниями. And we won't be happy or enthusiastic to meditate again. И не будет у нас радости или энтузиазма по поводу повторной практики. Whereas if the practice is going well, В то время как если практика идет хорошо, and we've set the timer, мы поставили таймер and then we stop, и по таймеру заканчиваем, that's what we remember. именно это нам и запомнится. We'll be happy and enthusiastic to meditate again. У нас будет радость, энтузиазм по поводу того, чтобы снова помедитировать. So very much helpful to have a timer. Так что очень полезно таймерами пользоваться. And if we want to meditate longer each morning, Если мы хотим каждое утро дольше практиковать, but can't sustain that, но не можем такой объем поддерживать на ежедневной основе, then we can do as we did in the morning sessions here. можно делать так, как мы это делали в утренних сессиях здесь. Break it into 2 20-minute sessions with a little 2-minute break in the middle. Разбивать утреннюю практику на 2 20-минутные сессии с 2-минутным перерывом. And then, of course, what topic to meditate on. Далее вопрос, разумеется, о том, на какой теме медитировать. I think as a beginner, Думаю, как новичкам, нам как новичкам, particularly if our mind is quite agitated and distracted and dull, в особенности, если наш ум сильно возбужден, отвлекается и притуплен, then may be good to emphasize the shamatha practice. хорошо делать упор на практике шаматхи. Put some work into developing a more relaxed, stable and clear mind. Приложить определенные усилия к тому, чтобы развить более расслабленный, устойчивый и ясный ум. And of course to use the object that works best for you. Используя, разумеется, тот объект, который лучше всего подходит лично вам. And for many of us that probably will be the breath. Для многих из нас это, вероятно, будет дыхание. But of course here in the mahamudra practice, Но здесь, разумеется, в практике махамудры very much emphasized to use the mind or rest in awareness for shamatha practice. Очень большой упор в практике шаматхи делается на использовании ума или успокоении в осознавании. So of course we can use one of those two options. И, разумеется, мы можем использовать один из этих двух вариантов. But I think it's also helpful to also bring in other types of meditations from time to time in the morning practice. Но также, думаю, очень важно иногда в утреннюю практику привносить и другие виды медитаций. And of course here in this text we talked about the vipassana practice. В этом тексте мы, разумеется, обсуждали практику випашшаны.
talking about realizing nature of reality. говорили о постижении природы реальности. And at the foundation Theravada level, А на основополагающем уровне, уровне Тхеравады, we saw that the Vipassana practice was to realize impermanence, мы видели, что практика випашшаны подразумевает постижение непостоянства, dukkha and no self. дукхи и не я. So we can engage in these sorts of practices, Так что мы можем осуществлять такого рода практики, using these 4 applications of mindfulness. используя 4 применения пометования. And then, of course, at the Mahayana level, the Vipassana is realizing emptiness. На уровне Махаяны випашшана, разумеется, подразумевает постижение пустотности. And there we can use the classic sutra approach, И там мы можем использовать классический сутрический подход, where we investigate me, the person, где мы исследуем я, личность. and look for the me that seems to be here, Ищем я, которое кажется здесь, есть, and that not finding is an experience of emptiness. и его необнаружение становится переживанием пустотности. Or we can use the classic mahamudre approach, Или можем пользоваться классическим подходом махамудры, where we go right to the mind itself где мы напрямую обращаемся к самому уму and look for the mind, и ищем ум. and come to realize the mind, the nature of the mind. И приходим к пониманию ума, постижению природы ума. To come to realize there's no independently, inherently existent mind. Приходим к постижению того, что нет независимого, неотъемлемо существующего ума. So we have these variations of Vipassana practice. Так что у нас есть эта вариативность практики випашшаны. And then I think it's also good to sometimes balance that with some compassion И meditation. кроме того, думаю, хорошо и уравновешивать это иногда с некоторыми медитациями на сострадание. Loving kindness and compassion. Любящей доброте, сострадании. And combining them in form of the Tonglen practice that we also did in this retreat. Объединяя любящую доброту и сострадание в практике Танглен, как мы тем занимались в рамках этого ретрита. So I think this is some of the core meditative practices that we can work on in the morning. И это, думаю, некоторые из сущностных медитативных практик, которых мы можем упражняться по утрам. But then, of course, we need to bring this into the day. Но затем нам, разумеется, необходимо привнести все это в свой день. And I think one general recommendation for the day Я думаю, одна общая рекомендация относительно дня is really to try to get out of our conceptual mind. состоит в том, чтобы действительно постараться отойти от нашего концептуального ума, выбраться из него. I think very often in our modern society, Думаю, очень часто в современном обществе we're caught up in always this obsessive compulsive thinking, мы все время захвачены своим обсессивно-компульсивным мышлением, and this often really torments us. которое нас часто действительно пытает. So I think very helpful is, of course, to think when we need to think. И, разумеется, очень полезно думать, когда нужно думать, When we don't need to think, don't think. но когда не нужно думать, не думайте. Be in the senses, Пребывайте на уровне органов чувств. particularly when we're doing some physical activity. В особенности, когда мы занимаемся какой-то физической активностью. Focus on that physical activity. Сосредотачивайтесь на этой физической активности. Focus on eating the food. Сосредотачивайтесь на вкушении пищи. Focus on walking. Сосредотачивайтесь на ходьбе. Focus on observing the beauty of nature Сосредотачивайтесь на наблюдении красоты природы. with a very non-conceptual mind. С очень неконцептуальным состоянием ума. Let go of that unnecessary conceptual thinking. Отпустив это ненужное концептуальное мышление. And then, of course, in daily life, to implement any of these meditations, И, разумеется, в повседневной жизни, применяя любые из этих медитаций, we need mindfulness. мы нуждаемся в памятовании. So we need to continue to cultivate and develop our mindfulness throughout the day. Так что нам нужно продолжать развивать и усиливать свое памятование по ходу дня. And so here, of course, we can use modern technology to help. И здесь, разумеется, в качестве подспорья мы можем использовать современные технологии. We can use our iPhones and smartphones. Свои айфоны, смартфоны. There are certain apps, mindfulness apps that we can use. Есть определенные приложения, связанные с осознанностью, которыми мы можем пользоваться. That we can program, Мы их можем программировать, that set off an alarm at regular intervals through the day. устанавливая будильники, напоминания, которые будут с определенным интервалом каждый день чего-то делать. And when that goes off, to do a little mindfulness И exercise. когда там что-то звенит, мы можем выполнить небольшое упражнение на памятование. Maybe just focus on the breath for 3 breaths. Например, просто сосредоточиться на дыхании, на 3 вдоха-выдоха.
And if we do this little mindfulness exercises at regular intervals through the day, И если мы выполняем это небольшие упражнения на памятование с регулярными перерывами по ходу дня, then we really start to get in the habit of being more and more mindful. то у нас действительно развивается привычка к тому, чтобы обладать все большим памятованием, все большей осознанностью. And of course, also very good to investigate appearances. Кроме того, думаю, очень хорошо исследовать видимости. And here we can use what's called this illusory-like emptiness practice. И здесь мы можем использовать так называемую практику пустотности, подобной иллюзии. Particularly in cases where we react. В особенности в тех ситуациях, где мы на что-то реагируем. When we're reacting to both pleasant and unpleasant experiences. Где мы реагируем как на приятные, так и на неприятные переживания. Particularly in these cases, we can apply this investigation. В особенности мы можем применять эту проверку в таких вот случаях. If we're starting to react to a pleasant situation with craving and attachment, Если мы начинаем реагировать на приятную ситуацию страстным желанием и привязанностью, we can investigate the object or person that is provoking that attachment. Можно исследовать объект или человека, который вызывает эту привязанность, And look for the beauty or attractiveness in the object. и искать красоту или привлекательность в объекте. And we'll find that we won't be able to find the beauty or attractiveness from its own side in the object. И мы не сможем со стороны самого объекта отыскать красоты или привлекательности. And that way our craving and attachment will dissipate. В силу чего наше страстное желание и привязанность рассеется. Similarly with any aversion to unpleasant objects. Также дело обстоит и с отторжением по отношению к объектам неприятным. Look for the unpleasantness in the object. Ищите неприятственность в объекте. Not being able to find it, aversion will dissipate. Не сможете ее найти, и отторжение рассеется. So this is going to be very helpful in reducing our reactions and our mental afflictions. Это будет очень полезным в рассеивании в ослаблении наших реакций и умственных омрачений. And of course this will feed back into our emptiness meditation. И, разумеется, подкрепит в рамках обратной связи нашу медитацию на пустотности. And also, of course, when we're faced with difficult situations in our life, А кроме того, когда мы сталкиваемся в своей жизни с затруднительными ситуациями, not to see them as problems. нет нужды воспринимать их как проблемы. Because generally, if we see something as a problem, Потому что в целом, если мы воспринимаем что-то как проблему, problems are things we don't want. проблемы — это вещи, которых мы не хотим. So often then we just develop aversion. Так что тогда мы часто просто развиваем отторжение. And that aversion just magnifies our suffering. И это отторжение просто приумножает наши страдания. Rather, to see difficult situations as opportunities. Вместо того, затруднительные ситуации нужно рассматривать как возможности. Because if we look at our life, Потому что если так посмотреть на нашу жизнь, usually the times where we most developed as a person, обычно where we most developed as a person, the те times where we most те периоды, когда мы в качестве личности на пике своего развития, лучше всего развиты. is usually when we are faced with some difficulty. You mean periods where we undergo most development? No, where we most develop as a person. Да, те периоды, где мы интенсивнее всего развиваемся в качестве личности, это периоды, где мы сталкиваемся с какими-то затруднениями. Because those difficult situations force us to work through them. Потому что эти затруднительные ситуации принуждают нас с ними справляться, сквозь них продираться. Whereas generally, if our life is going along very easy, В то время как в целом обычно, если наша жизнь протекает очень легко, we often just float along and really don't develop at all. мы просто так плывем по течению и никак особо не развиваемся. So one practical thing we can do in difficult situations Одна практическая вещь, которую мы можем осуществлять в затруднительных ситуациях, is we can use this Tonglen practice. использовать ранее упомянутую практику Тонглен. Because we can do this whole practice in one breath. Потому что всю эту практику мы можем осуществить в одном вдохе и выдохе. On the in-breath we can take suffering, on the out-breath give happiness. Вдыхая, мы забираем страдания, выдыхая, мы отдаем счастье. So when we see others suffering, Так что, когда мы видим, как другие страдают, on the in-breath take that from them, and on the out-breath give them happiness. на вдохе мы у них это забираем, на выдохе отдаем им счастье.
And if we're about to enter into a difficult situation with someone, И если мы в общении с кем-то вот-вот окажемся в затруднительной ситуации, rather than being on the defensive, вместо того, чтобы встать в защитную позу and then usually reacting when they say something, и реагировать, когда человек что-то говорит, we can do this practice as we are coming towards them. подступаясь к человеку, мы можем выполнять эту практику. Take their suffering, give them happiness. Забирать его ее страдания, отдавать ему ей счастье. And then we're not going to be so defensive, И тогда мы будем не в таком защитном режиме, more open, будем более открытыми. meaning that we're more likely to respond in a good way than react out of anger. И больше будет вероятность того, что мы откликнемся в каком-то позитивном ключе, а не отреагируем, подавшись гневу. And also we can apply this Tonglen to when we're facing with difficulties ourselves. Ту же самую практику Тонглена мы можем применять, когда сами сталкиваемся с затруднениями. When we're having some physical or mental suffering. Когда мы переживаем некие физические или умственные страдания. Usually if we have some physical or mental suffering, Обычно, если мы переживаем физические или умственные страдания, we don't like that, нам это не нравится, we want it to go away, мы хотим, чтобы они ушли, and thereby we have aversion. чтобы их не было, и в силу этого у нас возникает отторжение. And that just magnifies our level of discomfort and suffering. И это лишь приумножает наш уровень дискомфорта и страданий. So what we can do is follow again Shantideva's И advice. здесь опять-таки мы можем следовать советам Шантидевы. If a situation can be remedied, why get upset? Если ситуацию можно исправить, зачем расстраиваться? Just fix it. Просто исправь. And if a situation cannot be remedied, Если ситуацию исправить нельзя, what's the point in getting upset? какой смысл расстраиваться? Doesn't help. Делу не поможешь. It will pass. Ситуация приходящая. So if we're in a situation of suffering where we just have to wait it out, Если мы в ситуации, где мы страдаем, и нужно просто переждать, then we can say, by me willingly enduring this suffering, мы можем сказать, посредством того, что я с готовностью претерпеваю эти страдания, may all others be free of suffering. пусть все остальные будут свободны от страданий. And then take on others' suffering and give them И happiness. тогда мы забираем страдания всех остальных и отдаем им счастье. So we can make that difficult situation an opportunity to develop loving kindness and compassion. Так что затруднительную ситуацию мы сможем обратить в возможность развивать любящую доброту и сострадание. And then I think it's helpful to end the day on a good note. И кроме того, думаю, хорошо заканчивать день на какой-то хорошей ноте. And of course, if we have time in the evening to do another meditation session, very good. Разумеется, если у нас вечером есть время на то, чтобы выполнить еще одну сессию медитации, очень хорошо. But maybe many of us have social engagements in the evening, Но, может быть, у многих из нас по вечерам какие-то социальные обязательства, or family responsibilities, какие-то семейные обязанности. or maybe we're quite tired from a long day's work. Или, может быть, мы сильно устали после долгого рабочего дня. But I think there's something we can all do before we go to sleep. Но, думаю, есть нечто, что мы все способны осуществить перед тем, как уснуть. And that is, I think, as I mentioned briefly earlier in the retreat, И это как то, что я, кажется, ранее упоминал по ходу ретрита. is review our day. Повторный просмотр нашего дня, обзор нашего дня. How did our day go? Как день прошел? And then for any negative activities, Применительно к любым активностям, любым делам негативным, we can go through these four opponent powers мы можем пройтись по 4 противодействующим силам, to purify that negative action and negative imprint. чтобы очистить это негативное действие и негативный отпечаток. But then equally important, I think it's good to review our day in terms of all the good things we did. Но в равной степени, как мне представляется, хорошо обозревать наш день и на предмет всех хороших дел, которые мы осуществили. And to really rejoice in the good things we did during the day. И по-настоящему сорадоваться тем благим действиям, которые мы по ходу дня осуществляли. Make a strong determination to continue to engage in that the following day. Зарождая мощную решимость продолжать осуществлять эти действия на следующий день. And then when we go to bed, А затем, когда мы ложимся спать, we can lie down in the corpse posture, the shavasana, можно улечься в позу трупа, шавасану, and do a little mindfulness practice, shamatha и practice. выполнить краткую практику напоминания, практику шаматхи. And that is simply observe sensations of the breath throughout the body, Просто наблюдая за ощущениями, дыхательными ощущениями по всему телу, relaxing and releasing any tightness or tension, расслабляясь, высвобождая любые зажатости и напряженность, and then doing that as long as we can maintain some mindfulness. осуществляя это столько, сколько нам удается поддерживать хоть какое-то памятование, And when we start to get very sleepy, а когда мы начинаем впадать в очень сильную сонливость,
Then mentally note my meditation's finished now. Мы мысленно отмечаем, медитация моя закончена. And then move out of that posture into whatever position you use for sleeping. И выходим из этой позы, переходя в ту позу, которую вы используете для сна. So it's a very good way to releasing any tension from the day. Это очень хороший способ отпускать любое напряжение, возникшее по ходу дня. Relaxing and cultivating mindfulness. Расслабляться, взращивать памятование. And then also it's a very good transition into sleep. А также хороший способ перейти ко сну. So I think that's something we can do at the end of every day. Так что, думаю, это нечто, что мы можем осуществлять в конце каждого дня. And then in terms of reading materials, В том же, что касается материалов для чтения, I'm not sure about how many books have been translated into Russian. не уверен относительно того, какое количество книг было переведено на русский. But certainly in terms of the shamatha practice, Но, безусловно, в том, что касается практики шаматхи, a book from Alan Wallace, which I think has been translated into Russian, книга Алана Уоллеса, которая, как я понимаю, была переведена на русский язык, called Attention Revolution, и которая называется «Революция внимания», is a very good book. эта книга очень хорошая. He goes through the very three practices we did in this retreat of observing the breath, the mind, and resting in awareness. Он разбирает те самые три практики, которые мы применяли в этом ретрите: наблюдение за дыханием, за умом и пребывание в осознавании. And also in this book he talks about the loving kindness, compassion, and Tonglen practices. А также в этой книге описывает практики любящей доброты, сострадания и тонглена. And also he has a few little section on lucid dreaming and dream yoga as well. Там также есть краткие разделы, посвященные осознанным сновидениям и йоге сновидений. So I think this is a very good book for shamatha practice. Так что, думаю, это очень хорошее руководство очень хорошая книга, посвященная практике шаматхи. In terms of vipassana practice, В том, что касается практик випашшаны, there's one book that I generally recommend from His Holiness Dalai Lama. Есть одна книга Его Святейшества Далай-Лама, которую я обычно рекомендую. How to see yourself as you really are. Она называется в оригинале «Как видеть себя такими, какие вы есть», But I don't think this is translated into Russian. но ее нет в русскоязычном переводе. But there probably are other books from His Holiness Dalai Lama that have been, and generally his books are very well written. Но есть другие книги Его Святейшества Далай-Ламы, которые были переведены, и в целом его книги превосходно написаны. And then generally in mahamudra style of practice, В том, что касается в целом махамудры как стиля практики, I find in general books written by Trungpa Rinpoche very helpful. мне в целом лично кажутся очень полезными книги Трангу Ринпоче. And I think some of these may have been translated into Russian. И некоторые из них, как я понимаю, есть на русском языке. And in terms of Tantra, В том, что касается тантры, the book I usually recommend, книга, которую я обычно рекомендую, very well written, превосходно написанная, and particularly from the perspective of Western и psychology, в частности с точки зрения западной психологии, is called The Psychology of Buddhist Tantra называется в оригинале «Психология буддийской тантры». by Rob Priest. Это книга Роба Приса. But I don't think this is in Russian. Но, насколько я понимаю, нет на русском. But another good book, which I think has been translated into Russian, Но другая хорошая книга, которая есть в русскоязычном переводе, is Introduction to Tantra by Lama Yeshe. это «Введение в тантру» Ламы Еши. So this could be a good book to begin understanding a little bit about Tantra. Так что с этой книги можно начать в какой-то степени подбираться к пониманию тантры. So that's maybe some books to read relating to what we did in this retreat. Такие вывод, может быть, некоторые книги, которые можно почитать применительно к тому, чем мы занимались на этом ретрите. So that's all I really wanted to say this morning. Это все, что мне хотелось бы сегодня утром сказать. Maybe if there's any last questions anyone would like to bring up before we bring it to a close. Может быть, если есть какие-то заключительные вопросы, которые хотелось бы задать, прежде чем мы закончим, тогда да, в остальном мы будем уже завершать. Мне бы хотелось спросить, в пятницу мы читали в этом тексте, и насколько я понимаю, это в целом очень расхожее мнение в тибетском буддизме, что нам нет смысла практиковать випашшану до того, как у нас нету хорошего, по крайней мере, хорошего уровня шаматхи, а желательно, чтобы она была развита полностью. Поэтому вопрос, есть ли смысл в том, чтобы практиковать випашшану в нашей регулярной практике или в затворе, и если он есть, то почему тогда так написано? Попробую дословно повторить. В пятницу мы читали, и, судя по всему, это вообще очень распространенное в тибетском буддизме мнение, что
Нет смысла практиковать випашину до тех пор, пока мы не развили шаматху в очень хорошей степени и не реализовали ее полностью. Если тогда смысл практиковать шаматху в ежедневной практике или в затворах, и если да, то почему тогда так говорит, так написано? Випашину. Если тогда смысл практиковать випашину в ежедневной практике или в затворах, и если есть, то почему же так написано? On Friday, we read in the text, and it seems to be quite a popular opinion in Tibetan Buddhism, that there is, verbatim, no point in doing Vipassana practice until we have developed a very solid level of shamatha, or even gained shamatha as a whole. With that, is there any point in doing Vipassana in our daily practice, or doing retreats on it? And if there is a point, then why does the text say so? So of course, to have a direct realization of emptiness in Vipassana practice, разумеется, для того, чтобы обрести прямое прозрение в пустотность в практике випашины, we need shamatha. нам необходима шаматха. Anything less than shamatha, Все меньшее, чем шаматха, the mind is not stable and clear enough to have a direct realization of emptiness. не обеспечивает ума достаточно устойчивого и ясного, чтобы было прямое прозрение в пустотность. But that doesn't mean that we can't start Vipassana practice much earlier than before we achieve shamatha. Но это не означает, что мы не можем начать практику випашины гораздо раньше, чем достигнем шаматхи. And we need to. И нам нужно ее начинать. But I think what the text says and what's generally said, И, как мне кажется, то, что в тексте все-таки говорится, и то, что в целом обычно говорится, that if we haven't progressed anywhere on those 9 stages in shamatha, состоит в том, что если мы вообще никуда по 9 стадиям шаматхи не продвинулись, then putting a lot of effort into Vipassana practice is not going to be very effective. то приложение больших усилий к практике випашины не будет очень эффективным. Будет не очень эффективным. Because our mind will be completely distracted and dull. Потому что наш ум будет полностью отвлеченным и притупленным. So therefore, if we put some effort into shamatha, И потому, если мы прилагаем некие усилия к шаматхе, and we start to make a little bit of и progress, начинаем понемножечку продвигаться, then on that basis we can start to engage in Vipassana practice. на основе из этого мы можем начинать вовлекаться в практику випашины, And then, of course, continuing to work on the shamatha practice as well. и, разумеется, при этом продолжаем работать над практикой шаматхи. And I think in this text here, when it talked about the basis for Vipassana, И думаю, когда в этом тексте речь велась об основе для випашины, that we had to have sort of the middling level, где говорилось, что нам нужен средний из уровней, which is already quite high. который уже довольно высоко находится, I think they were really also in this text pointing out думаю, в этом тексте также отмечалось, to these pointing out instructions. Также речь шла об указующих наставлениях. That if we- Это было указанием также на указующие наставления. That if we really want to receive any pointing out instructions, Подразумевалось, что если мы хотим получить некие указующие наставления, then we really need to have a very solid level of shamatha, the middling level, нам действительно нужен очень прочный уровень шаматхи, средний из уровней, and some experience in Vipassana. и некий опыт випашины. So I think that's what was sort of being indicated here in the text. Так что, думаю, вот что здесь отмечалось в тексте. So at the sutra level of practice, На сутрическом уровне практики, then I don't think we need to be up on stage 5, 6 and 7 не думаю, что нам необходимо находиться на 5, 6, 7 стадии, to begin the Vipassana practice. чтобы начинать практику випашины. So, but to understand that if we really are heavily dull and distracted, Но нужно понимать, если мы действительно мощно притуплены и мощно отвлекаемся, then putting a lot of effort just into Vipassana practice is probably not the most effective thing to do. посвящение усилий одной только практике випашины не самый эффективный подход. But I think we need to have this sort of alternating approach. Нам нужен подход как бы с чередованием. Put some effort into shamatha, Мы прилагаем некие усилия к шаматхе, have a little bit of stability and clarity, достигаем некой степени устойчивости и ясности, use that in our Vipassana practice, используем их в своей практике випашины, maybe have some little taste, обретаем некий краткий проблеск, некое простое переживание, and that may feed back in to help our shamatha practice as которое well. со своей стороны также подкрепит нашу практику шаматхи. So they can work together. И они таким образом сотрудничают. So even though we often find
practices listed in a sequence, Хотя мы часто видим, как практики перечисляются в некой последовательности, and generally the previous one is a good foundation for the next, где обычно предыдущая практика является качественным фундаментом для последующей, we find that it's not just a serial sequence. мы также видим, что это не просто линейная последовательность. That whenever we make progress in the higher practices, Каждый раз, когда мы продвигаемся в практиках более высоких, that also feeds back into the lower practice. они также напитывают практики менее высокие. So it's very cyclic. Так что это очень цикличный процесс. Книга Брауна, которую Глен цитировал в одной из первых лекций, хорошая книга? Книга Брауна, которую Дэн цитировал. Книга Брауна, которую Глен цитировал в одной из первых лекций, это хорошая книга. And the book by Brown that you Pointing out the great way. that you've quoted in one of the first days, is that a good book? The Pointing Out the Great Way from Daniel Brown Книга Дэниела Брауна «Указание на великий путь» is a very well scholastic written book. эта книга очень хорошо написана с точки зрения академической. And I think also he has fairly solid practice himself, so he's not just a scholar. И думаю, у него самого довольно устойчивый уровень практики, то есть он не просто академик. And I think that book is like a summary of three main Kagyu texts that are used. И эта книга, это как бы обобщение трех главных используемых в Кагью текстов по махамудре. And he sort of synthesizes those three texts in one. Он как бы синтезирует эти три текста в одной книге. And I think it's quite a well-written book. Думаю, это хорошо написанная книга. But it's very not academic. It's very a lot of technical information in it. Но в ней очень много технической информации. So it's not an easy read for beginners. Так что это не книга, которую легко было бы прочитать новичкам. So I rather use it as a reference book. Я бы ее скорее использовал как книгу для отсылок к какой-то информации. If there's a particular aspect of the practice that I need some more technical information about. Как бы как энциклопедию. Если есть какой-то аспект практики, про который мне нужно получить больше технической информации, So I wouldn't recommend it as a sort of an entry-level mahamudra book for practice. но я бы не стал ее рекомендовать как вводную книгу по махамудре, призванную помочь в практике. But if we're really going into the mahamudra system in some detail, Но если мы действительно с какой-то степенью подробности погружаемся в систему махамудры, then it could be a good reference book for that purpose. тогда эта книга может быть хорошим сборником информации из этих соображений. Rather, I find a lot of the books, as I mentioned, by Trungpa Rinpoche, very helpful for practical application. В то время как я упомянул многие книги Трангпа Римпоче, мне кажется очень полезными с точки зрения практического применения. There's one book called Crystal Clear. Есть одна книга, которая называется «Кристально ясная». Not sure if that's translated into Russian. Не уверен, переведена ли она на русский. But anyway, that one has a lot of practical advice for Mahamudra. Но там вот много практических советов относительно махамудры. Мобильные приложения, которые упомянул Глен, какие примеры есть? Есть ли примеры И использует ли он сам? мобильные приложения, использует ли он сам? Are there any specific mobile apps among the ones that you've mentioned, and are you using any yourself? The one I've been using in this retreat for the bell is called Insight Timer. То, которое я в данном ретрите использовал, чтобы звенеть колокольчиком, называется Insight Timer. So I think that's quite a good one for timing meditations. И это, думаю, довольно хорошее предложение для того, чтобы использовать в качестве таймера для медитации. And there's a lot of options you can program. Там много всяких опций, которые можно напрограммировать. And also it has sort of an online thing so you can see who else is meditating in the world using this, so you have a sort of sense of sangha. И там такие всякие онлайн-прибамбасы, можно увидеть, кто еще в мире сейчас медитирует, возникнет такое чувство глобальности, самки какой-то. And there are also some guided meditations there that you can follow as well. Но и там также есть записи каких-то направляемых медитаций, которые можно использовать. So I find that one sort of okay. Но это приложение, мне кажется, как бы, так, годным, да. But I think there are many apps now available, and so just search out one that sort of suits your purposes. Но вообще полно сейчас приложений доступных, так что ищите то, которое вашим целям соответствует. But that's the one I use. Но вот это то, которым я пользуюсь.
У меня во время медитации возник вопрос, просто хотелось бы его задать, насколько относится к теме данного как бы нашего ретрита. Вот мы как бы в процессе всех медитаций защищаем собственным умом в единственном числе. А как быть с умами других живых существ? То есть есть ли какая-то связь между умами? Потому что вот в главе про шаматху было такое упоминание, что у практиков с высоким уровнем шаматхи появляется знание мыслей других существ. То есть есть какая-то связь между умами или вы все независимы между собой существуют? То есть, если подсократить всю эту трогательную историю, есть ли связь между умами живых существ, или они все независимые, ведь говорилось, что продвинутые практикующие могут видеть умы других, правильно? Just to shorten it, is there any connection between the minds of different sentient beings, or are there any connection between the minds of different sentient beings, or are they all strictly individual? Because in the shamatha section it was mentioned that advanced practitioners gain the ability of seeing the minds of others. The short answer to that is Краткий ответ на этот вопрос my mind and your mind состоит в том, что мой ум и ваш ум are neither same не являются ни одним и тем же, nor different. ни чем-то различным. So, to expand on that a little bit, Если немножечко это дело разверстать, we can understand that everything's interdependent. мы можем понять, что все взаимозависимо. So, in that sense, connected, И в этом смысле умы связаны. not the same, Но они не одно и то же. and not different. И не различны. Last question. Последний вопрос. Можно вопрос по особым мудре? Говорится, что возникает способность. Можно ли кратко пояснить, что это именно означает? И достаточно ли для этого возникновения, для практики концептуального, интеллектуального понимания способности, а не уже какого-то там випаши? При описании особых предварителей говорилось, что в некоторых из них происходит так называемое проявление способности. Нельзя ли пояснить этот момент и сказать, достаточно ли для выполнения такого рода проявления концептуального понимания способности противоположность прямому прозрению випаши? While describing the uncommon preliminaries, you've mentioned that some of them include a so-called arising from emptiness. Could you elaborate on that and say whether that arising from emptiness can be done on the basis of conceptual understanding and not just a direct realization of vipassana? I think to do these sorts of practices with merely some vague intellectual understanding is maybe not enough. Думаю, выполнять такого рода практики просто при наличии какого-то смутного концептуального понимания может быть недостаточно. Of course, better if you have some intellectual understanding than you don't. Разумеется, лучше иметь какое-то интеллектуальное понимание, чем не иметь никакого. Do we need a direct realization to do these? No. Необходима ли нам прямая реализация, прямое постижение, чтобы эти практики выполнять? Нет. But I think it would be very helpful that we've done some emptiness meditation and had some sort of taste or experience of it at some level. Но, думаю, очень полезно перед выполнением таких практик было позаниматься какими-то медитациями на пустотности, чтобы получить хоть какой-то опыт, хоть какое-то их переживание, хоть на каком-то уровне. Then I think at least we could approximate this arising out of emptiness. Тогда, думаю, мы сможем хотя бы приблизиться к этому проявлению из пустотности. So I think that would be the sort of the minimum, really, То есть это был бы как бы минимум, думаю, to do the practice, для выполнения практик. to do it properly on. Для выполнения в должном ключе. Okay, let's leave it there. На этом давайте остановимся. So I'd just like to finish by first thanking Tempa once again for his fabulous translation. Вначале хотелось бы снова поблагодарить Темпу за его великолепный перевод. And I'd like to thank Lena and all the other volunteers who helped to organize this event and the other events. Лену и всех остальных волонтеров, которые помогли организовать это мероприятие и все остальные мероприятия.
And of course, I'd like to thank Tenzin for doing such a wonderful job of hosting me during this visit. Разумеется, Тензина за то, что он так хорошо потрудился, принимая меня в качестве гостя по ходу этого визита. And I'd like to thank Dennis and Igor for driving me around Moscow and showing me some of the sights. Дениса и Игоря за то, что они катали меня по Москве, демонстрировали мне некие виды. And I'd like to thank all the people who helped cook meals for me. Всех людей, которые помогали в приготовлении пищи для меня. And lastly, I'd like to really thank all of you for coming along here. И, наконец, всех вас за то, что вы сюда приехали. Making the time and effort to come here. Приложили время и вложили усилия для того, чтобы сюда добраться. And I hope you got something out of this retreat. И надеюсь, вы что-то из этого ретрита извлекли. And of course, if you did, И, разумеется, если вы что-то извлекли, then don't just leave it as some nice memory, пусть это не остается приятными воспоминаниями, but use it, take it into your life, integrate it into your life, используйте извлеченное в своей жизни, применяйте в своей жизни, to become a better person чтобы стать человеком получше and to really help others in a better way. и действительно лучше другим помогать. So I very much enjoyed not only my time in this retreat, but my time during the visit here in Moscow. Так что я очень большое удовольствие получил не только от времени, проведенного на этом ретрите, но и от всего моего пребывания в Москве. And I hope to see you again in the not too distant future. И надеюсь с вами увидеться не в слишком отдаленном будущем. Thank you. Спасибо.